Здравствуйте, дорогие любители вязания! Вот такую красоту мы будем с вами сегодня вязать. Смотрите, очень оригинальный узор, очень оригинальный. И узор это из книги нашей любимой Хитоми Шида «250 японских узоров». Узор это под номером 93. В образце в книге показано 1,5 раппорта в высоту. Я связала 1 раппорт в высоту. Ну, чтобы долго не болтать, потому что узор все-таки большой, давайте посмотрим на схему. Раппорт узора составляет, как здесь показано, 34 петли в ширину и 44 ряда в высоту. Но, как вы видите, здесь 2 узора в этом образце, и у каждого элемента узора свой раппорт. И получается, что у вот такой интересной косы раппорт составляет 6 петель в ширину и 12 рядов в высоту. То есть вот этот узор через каждые 12 рядов повторяется, а вот этот центральный узор зигзагообразный повторяется через 44 ряда. Сразу скажу, что говорю всегда, когда мы вяжем японские узоры. Пустая клеточка под схемой всегда показывает, что обозначает эта петля. В данном случае это изнаночная петля на лицевой стороне, но лицевая петля на изнаночной стороне. Что это значит? Если мы вяжем по кругу, а по кругу этот узор вязать легче, чем поворотными рядами, мы все время вяжем лицевые ряды, читаем схему справа налево, и пустая клеточка у нас всегда изнаночная петля. Когда мы вяжем поворотным вязанием, как мы сейчас будем вязать, мы лицевые ряды читаем справа налево и вяжем их так, как показано на схеме. А изнаночные ряды мы поворачиваем работу и уже читаем ряд слева направо. И уже пустая клеточка здесь будет вязаться лицевой петлей. И, соответственно, если будет петля лицевая на изнаночной стороне, то мы будем вязать ее изнаночной петлей. Пусть вас не пугает этот узор, вас просто отпугивают непонятные значки, рыбки вот эти. Ну и давайте, наверное, мы начнем. Все я вам буду показывать. Схема будет перед вами. Полностью схема будет в конце видео. Я предлагаю провязать первый ряд. Я добавлю немножко схему, переделаю, добавлю один ряд начальный, даже не первый, он будет нулевой ряд, чтобы легче перейти было к узору. Пожалуй, я, наверное, сказала все. Единственное, что я не сказала, мастер-класс я делаю по просьбе Галины. Ее имя Галина А6. Она прислала к нам свою просьбу на YouTube в комментариях. Мы с вами свяжем 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 36 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Вот знаете, что я вам не сказала? Вот схема узора. Здесь после кромочной сразу идет коса. И части этой косы из лицевых скрещенных петель. Так вот, когда эти лицевые скрещенные петли сразу идут после кромочной, они выглядят не так, как вот следующие лицевые скрещенные петли. Сейчас мы будем вязать точно по схеме, и вы в этом убедитесь. Я предлагаю, если вы будете вязать этот узор, ну просто вот оно отдельно где-то у вас будет, свяжите хотя бы одну изнаночную петлю перед раппортом узора. У меня перед косичками связано по 3 изнаночных петли. И сразу косички смотрятся выпукло, они отдельно смотрятся. А вот если сразу после кромочной, так не будет смотреться. Ну и вы видите, что у меня связано центральный узор и 2 косы по краям. Мы с вами свяжем одну косичку и этот один большой узор.
Итак, набрали 36 петель и вяжем нулевой изнаночный ряд, он не входит в раппорт узора. Провяжем его лицевыми петлями. Провязали нулевой ряд и начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель в левую сторону. Оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 лицевых. Петли с дополнительной спицы мы провязываем так. Вяжем изнаночную петлю за заднюю стенку лицевой петлей. У нас петля развернулась. Далее 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Вот это у нас будет 6 петель косы. Далее 5 изнаночных. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид 3 изнаночных. Далее нам нужно 4 петли провязать особым образом. Берем дополнительную спицу, провязываем лицевую скрещенную. Еще раз говорю, у нас изнаночная петля, вяжем лицевую скрещенную просто за заднюю стенку. 2 изнаночных. Снова лицевая скрещенная. Затем обвиваем эти 4 петли на дополнительной спице рабочей нитью против часовой стрелки 2 раза. Вот 1 раз и 2 раз. Обвиваем не туго. Возвращаем эти 4 петли на правую спицу. Они у нас провязаны. Вот так вот 4 петли мы обвили. 2 лицевые скрещенные по краям, 2 изнаночные в центре. Далее 2 изнаночных. И снова 4 петли нужно обвить. Можно без дополнительной спицы. Я как-то вот приспособилась, мне даже вот так быстрее получается. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Выводим рабочую нить перед работой. Переносим 4 петли на левую спицу. Обвиваем их рабочей нитью снова на правую спицу. Обвиваем рабочей нитью сзади, снова на левую спицу. Обвиваем рабочей нитью. Все. Мне вот так быстрее оказалось. Далее 2 изнаночных и снова лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. И снова 2 раза обвиваем эти 4 петли рабочей нитью против часовой стрелки. И 2 изнаночных в конце ряда. Мы провязали первый лицевой ряд. Во втором изнаночном и во всех изнаночных рядах в этом узоре петли вяжутся по рисунку. Но нужно запомнить, где мы вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать их в изнаночных рядах изнаночными скрещенными. Я с вами сейчас провяжу пару рядов изнаночных, чтобы вы увидели, чтобы вы поняли. И потом я буду пропускать это. Они вяжутся, вы поймете. Итак, второй изнаночный ряд. Смотрим на схему. Не забываем, что сейчас мы петли вяжем наоборот. На схеме у нас показана изнаночная петля, мы вяжем лицевые.
2 лицевых, 1 изнаночная скрещенная. Вот обвитые петли. Изнаночную петлю я провязываю вот так, я вяжу бабушкиными петлями. Изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади и провязываем ее изнаночной за заднюю стенку. 2 лицевых, изнаночная скрещенная. И далее петли по рисунку, только где изнаночные скрещенные. Вот 2 лицевых провязали, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных, ажурная дорожка у нас маленькая, 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 3 изнаночных. Вот сейчас я провязала изнаночные скрещенные, ориентируясь по схеме, и просто я помню, да, какие петли мы вязали лицевыми скрещенными. Далее будет видно, когда мы побольше свяжем, лицевые скрещенные на лицевой стороне будет хорошо видно. И если вы будете сомневаться, как провязать петлю, вы посмотрите на лицевую сторону и увидите, вот они, лицевые скрещенные петли. Третий лицевой ряд. 3 лицевых, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. То я забыла сказать, я бабушкиными петлями вяжу, лицевую петлю я вяжу вот так, а лицевая скрещенная вот так. Еще раз 1 лицевая скрещенная, 5 изнаночных. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Узкая ажурная дорожка. 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Далее обвитие на 4 петлях. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Переносим на правую спицу, обвиваем 2 раза рабочей нитью, поправляем, обвиваем не туго и вяжем дальше. 2 изнаночных и снова обвитие на 4 петлях. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Переносим, обвиваем. Возвращаем. Далее 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Вот такой у нас третий лицевой ряд, пока что мало видно. Я в дальнейшем обвитие на 4 петлях, их не так много будет в узоре, уже подробно не буду показывать. Я буду говорить, что обвиваем, идет обвитие на 4 петлях. Или обвиваем 4 петли рабочей нитью, и все, чтобы побыстрее. 4-й изнаночный ряд еще раз с вами провяжем. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые,
изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, 2 простые изнаночные, 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 простых изнаночных. Вот мы с вами провязали 4 ряда, и я думаю, вам понятен принцип вязания изнаночных рядов. Далее я буду в видео их пропускать. 5 лицевой ряд, 3 лицевые, 3 простые лицевые, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 изнаночных, обвитие на 4 петлях, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Далее 2 изнаночных, снова обвитие на 4 петлях. Снова 2 изнаночных и обвитие на 4 петлях. И 2 изнаночных в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку и не забываем вязать изнаночные скрещенные петли там, где мы в лицевых рядах вязали лицевые скрещенные. 7-й лицевой ряд. Сразу после кромочной оставляем 3 петли на дополнительной спице за работой. 6 петель мы перекрещиваем в правую сторону. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее 5 изнаночных. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных. Затем нам нужно 6 раз повторить следующее. 2 петли перекрещиваем вправо, оставляем 1 петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной петлей. Затем 1 изнаночная и снова 2 петли перекрещиваем вправо, оставляем петлю за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Второй раз так провязали. Затем изнаночная петля и снова 2 петли перекрещиваем вправо,
Изнаночную петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 4 раза так провязали. 1 изнаночная, снова перекрещиваем 2 петли вправо, лицевая скрещенная, петля, оставленная за работой, вяжется изнаночной, 1 изнаночная. 5 раз так провязали. И 6 раз петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 1 изнаночная. Так, я ошиблась, да? 1, 2, 3, 4. Это был 5 раз. Вот сейчас будет 6 раз. Что-то я просчиталась. Петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И 2 изнаночных у нас в конце ряда. И вот сейчас вот эти перекрещивания петель в правую сторону мы будем вязать на протяжении, в общем, до 22 ряда. Сейчас это у нас 7 ряд лицевой, и до 22 ряда мы будем все время перекрещивать петли в правую сторону 6 раз, вот по 4 группы петель. 9 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 простых лицевых, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, и перекрещиваем 6 раз петли в правую сторону. 1 петля за работой, лицевая скрещенная, петлю за работой вяжем изнаночной, затем изнаночная петля и повторяем. 2 раз мы так провязываем, 1 изнаночная, снова перекрещиваем 2 петельки, лицевая скрещенная, изнаночная, 1 изнаночная, это мы 3-й раз, снова перекрещиваем петли вправо, 1 изнаночная, провязываем изнаночную петлю, это 4-й раз так мы провязали, провязываем 5-й раз, одна изнаночная, и 6-й раз петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной, и у нас получается 3 изнаночных в конце ряда. Я вот говорила уже, что дальше вот эти вот перекрещивания с наклоном вправо будут у нас повторяться до 22 ряда, и когда я буду их провязывать, я буду просто ускорять немножко видео, потому что тут уже все понятно, однотонное монотонное вязание. Перекрещиваем петли 6 раз, 6 групп петель. В 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, не забываем про изнаночные скрещенные петли. 11 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 лицевых, 5 изнаночных, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево и 6 раз перекрещиваем петли в правую сторону. Я уже говорю, что я повторять не буду. Одно и то же. 2 петли мы перекрещиваем, лицевая скрещенная сверху, затем вяжем
одну изнаночную и снова перекрещиваем 2 петли, лицевая скрещенная сверху. Последнее перекрещивание, и у нас в конце ряда уже 4 изнаночных. В 12 ряду в изнаночном вяжем петли по рисунку, не забываем про изнаночные скрещенные петли. Ну вот, уже что-то видно, да, что-то проясняется, уже красиво. 13 лицевой ряд, перекрещиваем 6 петель в левую сторону. Вот я уже без дополнительной спицы буду это делать. 3 петли оставляем перед работой, провязываем 3 лицевые, и петли, оставленные перед работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную. Далее 5 изнаночных, одна лицевая, и перекрещиваем 6 раз петли в правую сторону. Петля за работой, лицевая скрещенная, петлю за работой провязываем изнаночной. Далее 1 изнаночная и повторяем так еще 5 раз. Вот я вас здесь обманываю. Мы, когда 5 раз сделали перекрещивание групп петель, вот последнее перекрещивание осталось у нас 1 петля за работой, провязываем лицевую скрещенную, и петлю, оставленную за работой, мы вяжем лицевой петлей. С этой петли у нас начнется ажурная вот такая дорожка, только с правой стороны. И далее у нас будет 5 изнаночных в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем, вот у нас изнаночная петля, которую мы лицевой сейчас провязали, мы вяжем ее простой изнаночной петлей. Далее изнаночные петли в центре мы вяжем изнаночными скрещенными. Провязали изнаночными скрещенными петли, которые мы перекрещивали. Далее у нас будет 1 простая изнаночная, 5 лицевых и петли дорожки: изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 3 простых изнаночных. 15 лицевой ряд, 3 лицевых, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных, далее перекрещиваем петли в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной, затем 1 изнаночная и повторяем так еще 4 раза. Пятый раз. Вот сделали 5 перекрещиваний в правую сторону. Теперь смотрите, как мы будем провязывать вот этот непонятный
элемент. Снимаем первую петлю на дополнительную спицу, оставляем ее за работой. Вторую петлю провязываем лицевой скрещенной. Делаем накид. Затем возвращаем петлю с дополнительной спицы на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Не забываем, что у нас на правой спице накид, и я разворачиваю, чтобы у меня петли одинаково лежали. Вот 2 вместе лицевой с наклоном влево. Мы сделали перекрещивание и сделали накид, чтобы нам дальше уже продолжать вязать вот такую ажурную дорожку. И у нас будет 5 изнаночных до конца ряда. В 16 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные. 5 лицевых, вот 2 простых изнаночных, и далее у нас уже будут чередоваться изнаночные скрещенные, 2 лицевые. Вяжем так уже сами. Семнадцатый лицевой ряд, 3 лицевые, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 4 изнаночных, перекрещиваем 6 раз петли в правую сторону, вставляем петлю за работой, вяжем изнаночную, лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной и провязываем изнаночную петлю. Повторяем так еще 5 раз. Делаем последнее перекрещивание, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И здесь у нас уже будет вывязываться дорожка. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 5 изнаночных до конца ряда. В 18 ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд. Перекрещиваем 6 петель вправо. 3 петли оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, провязываем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных и перекрещиваем 6 раз петли в правую сторону. Далее делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 5 изнаночных. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, не забываем про изнаночные скрещенные. 21 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 3 лицевых, 2 изнаночных и 6 раз перекрещиваем группы петель.
Последнее перекрещивание сделали. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 5 изнаночных. В 22 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные петли. Вот смотрите, мы провязали 22 ряда, ровно половину узора раппорта в высоту. Сейчас мы провяжем переход. У нас шел наклон в правую сторону. Сейчас мы провяжем переход, и наклон будет в левую сторону рельефных полос. Переход будет вот в центральной части узора точно такой же, как мы вязали вот с 1 по 6 ряд. Вот эти вот переплетения. Итак, 23 лицевой ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 3 лицевых, 2 изнаночных. И 4 петельки обвиваем. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Переводим нить. Переносим петли, обвиваем рабочей нитью, снова ее выводим на рабочую сторону, снова переносим, обвиваем. Вот так. И продолжаем. 2 изнаночных и снова обвиваем 4 петли. Две изнаночных, обвиваем 4 петли. Далее вяжем 3 изнаночных, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных. В 24 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку и не забываем про изнаночные скрещенные. 25 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель влево. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем 3 лицевые. Петли, оставленные перед работой, провязываем так: лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Затем у нас 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных и обвиваем 4 следующих петли. Затем 2 изнаночных, обвиваем 4 петли. 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 изнаночных в конце ряда. В 26 изнаночном ряду петли по рисунку. Ну и про изнаночные скрещенные помним. 27 лицевой ряд, 3 лицевые, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, обвиваем 4 петли. Далее 2 изнаночных, обвиваем 4 петли. 2 изнаночных, обвиваем 4 петли.
Далее 3 изнаночных, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, 5 изнаночных. В 28 ряду петли вяжем по рисунку. Помним про изнаночные скрещенные. Провязали переход. Теперь будем делать наклон в левую сторону. Вот для меня в левую сторону вязать легче. Может быть, потому что я вяжу бабушкиными петлями. Для тех, кто вяжет классикой, им, наверное, удобнее в правую сторону перекрещивать. Ну, в общем, перекрещиваем в левую сторону. 29 лицевой ряд. 3 лицевых, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь нам нужно 2 петли перекрестить влево. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем 1 изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее вяжем изнаночную петлю и еще 5 раз так повторяем. Вот я первую петлю сразу разворачиваю вот таким образом и вот так меняю местами. Провязываю изнаночную, и петля у меня первая, она уже развернута, мне ее за заднюю стенку только нужно подхватить, и все. Так. 1 изнаночная, снова первую петлю оставляем перед работой, я ее разворачиваю, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной, провязываем изнаночную петлю и снова перекрещиваем 2 петли в левую сторону. 1 петля перед работой, вяжем изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой скрещенной, провязываем изнаночную петлю и снова перекрещиваем 2 петли в левую сторону. Провязываем изнаночную петлю и снова 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Вот у меня быстрее получается перекрещивание в левую сторону. Далее 2 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид и 5 изнаночных. В 30 изнаночном ряду точно так же петли провязываем по рисунку и точно так же не забываем про изнаночные скрещенные петли. 31 лицевой ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 6 петель в правую сторону. 3 петли оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных. И перекрещиваем 6 раз петли в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной. Далее лицевая скрещенная и снова первая петля перед работой, вяжем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной, изнаночная петля. И повторяем так. Меняем петли местами, провязываем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной, 1 изнаночная. Я думаю, что вам понятно, я не буду уже повторять этот процесс, я вам просто буду говорить, что мы перекрещиваем 6 групп петель влево. И у нас последнее перекрещивание. 1 петля перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной.
Далее у нас будет 1 изнаночная. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево и 5 изнаночных. В 32 ряду петли провязываем по рисунку. И смотрим, чтобы не перепутать изнаночные и изнаночные скрещенные. Тридцать третий лицевой ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 3 лицевых, 4 изнаночных. И перекрещиваем 5 раз. 5 раз сейчас перекрестим в левую сторону петли, чтобы у нас сверху была лицевая скрещенная петля. И 5-й раз провязываем изнаночную петлю и последние 2 петли перекрещиваем точно так же влево. 1 изнаночная, петлю оставленную переработай, вяжем лицевой скрещенной. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид. 5 изнаночных. В 34 ряду петли провязываем по рисунку. Ну, изнаночные скрещенные у вас должны уже отложиться в памяти. Вот видите, у меня не отложилось. Так, изнаночная скрещенная. Все, дальше сами. Тридцать пятый лицевой ряд. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 3 лицевых, 5 изнаночных. Теперь смотрите, как мы будем перекрещивать петли. 2 петли перекрещиваем влево, 1 петлю оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю. С этой лицевой петли начинаем вязать вот такую ажурную дорожку. Лицевую петлю провязали и провязываем лицевую скрещенную, оставленную перед работой. Далее 1 изнаночная, и дальше у нас все как обычно. Перекрещиваем 2 петли влево, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной, изнаночная петля. Еще раз также перекрещиваем. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Еще раз. Петля перед работой, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Еще раз. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее перекрещиваем снова 2 петли. Петлю оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Затем у нас 1 лицевая и 5 изнаночных. У нас получается вот здесь в начале перед группой, которую мы перекрещиваем в левую сторону, лицевая петля и после лицевая петля. Не перепутайте, не забудьте о них. 36 изнаночный ряд.
Давайте вместе провяжем. Получается 5 лицевых, 1 простая изнаночная, 1 изнаночная скрещенная. Далее 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная и простая изнаночная. Далее 5 лицевых, ну, все вы уже дальше знаете. 3 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Кому кажется, что я быстро, ну, в конце я тут уже побыстрее начала говорить и вязать, убавьте скорость, измените скорость в настройках, и будет вам счастье. 37 лицевой ряд, 6 петель перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем 3 лицевые, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 5 изнаночных. Затем снова интересный незнакомый знак. Переносим первую петлю на правую спицу. Вторую петлю снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Петлю с правой спицы возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе, вот возвращенную петлю и следующую изнаночную петлю, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, и петлю с дополнительной спицы мы провязываем лицевой скрещенной. Вот так должно получиться. Далее изнаночная и перекрещивание. 5 раз перекрещиваем петли влево. Все, завершили здесь дорожку ажурную. И в конце ряда у нас будет 5 изнаночных. В 38 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. И у нас, видите, здесь уже в начале появляются петли ажурной дорожки. Вот здесь мы будем их провязывать в изнаночном ряду изнаночными петлями. Тридцать 39 лицевой ряд, 3 лицевых, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 6 раз перекрещиваем группой петель в левую сторону. В конце ряда у нас 4 изнаночных. Это был 39 ряд. В 40 изнаночном ряду, как обычно, петли по рисунку и изнаночные скрещенные не забываем. 41 лицевой ряд, 3 лицевых,
лицевая скрещенная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная, 6 раз перекрещиваем группы петель в левую сторону. Перекрестили последнюю пару петель, и в конце ряда осталось 3 изнаночных. В 42 ряду петли по рисунку, и не забываем про изнаночные скрещенные. 43 лицевой ряд, перекрещиваем 6 петель вправо, 3 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, вяжем лицевыми. Затем 5 изнаночных. Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Затем 2 изнаночных. И 6 раз перекрещиваем петли обычным способом. Я уже думаю, что тут тот, кто начал с нами вязать этот узор, здесь до конца уже и не смотрит, потому что уже все понятно. Последнее перекрещивание. И в конце ряда 2 изнаночных. В 44 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные. Это у нас последний ряд раппорта. Ну что, любуемся? Согласитесь, узор великолепный. И вот что я хотела сказать, что говорила в самом начале, когда вяжете косичку, когда после кромочной сразу идут лицевые скрещенные петли, дорожка из лицевых скрещенных петель, то посмотрите, как красиво смотрится косичка, если вот от кромочной есть еще изнаночные петли, или сразу после кромочной, вот как она смотрится, ну, довольно грубо, я бы сказала. Поэтому я еще раз говорю, в таких случаях я советую вязать хотя бы 1 изнаночную петлю после кромочной. Ну, а мы давайте скажем спасибо Галине за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.